перейти к визиту президента России в Монголию. И здесь тоже много энергетических новостей, хотя, казалось бы, тема в контексте Монголии не так часто звучит. Ну и вот, наверное, одно из основных направлений, которые после этого визита президента России в Монголию прозвучали, это энергетика, в том числе и даже ядерная энергетика. Вот о чем договорились все-таки президенты России и Монголии, и какие основные направления, какие основные проекты обозначены для дальнейшей реализации сейчас? Значит, все, что я буду произносить, будем считать агитацией за то, чтобы появился спутник Монголии. На самом деле, крайне интересная для нас республика, государство, имеющее государственные границы только с нами и с Китаем. Напомню, что дружеские отношения у нас выстраивались с момента возникновения Монголии как суверенного государства. Это и войны, которые мы помогали друг другу проходить, и события вокруг Халхин-Гола, и действительно существеннейшая помощь в годы Великой Отечественной войны. Мы много говорим про ленд-лиз, а вот про помощь, которую оказывала Монголия, совершенно добровольно, без согласования там, с Лигой наций, с чем угодно еще, мы как-то вспоминаем редко, на самом деле нехорошо. Почему очень много про энергетику? На день сегодняшний Монголия сама себя электроэнергией обеспечивает на 80%. 20% это уже в чистом виде импорт из России и из Китая, что уже само по себе неприятно. Тем более, что тенденции, что оно само как-то рассосется, быть не может по определению. Спрос на электроэнергию более 5% годового роста. Население растет, экономика растет, инвестиционные проекты есть, электроэнергии нет. Основная часть производства – это уголь. Угольные электростанции, построенные в 50-е и 60-е годы прошлого века, со всеми отсюда вытекающими, а также вылетающими в трубу и накапливающимися в виде золошлаковых отвалов. Ничего хорошего там нет, все это надо освежать. Тем более, что весной этого года окончательно принято решение парламентом Хуралом Монголии о том, что будет строиться новая столица. В Улан-Баторе уже тесно. Если кто-то что-то слышал про то, что такой город Улан-Батор, можете не слушать. На всякий случай напомню, что он построен на высоте 1300 метров над уровнем моря. И январские температуры в минус 40, в минус 50 вполне обыденное явление. То есть, на самом деле, почему от угля никуда не денешься? Потому что вот эти зимние минус 40 никуда не исчезнут. Даже если вы построите красивейшую гидроэлектростанцию, теплее вам от этого не станет. Точно так же, как и атомная электростанция. Соглашений было сразу несколько, собственно говоря. Модернизация, очень условно, на мой взгляд, ну, раз так назвали, так и назвали. ТЭЦ номер 3 в городе Улан-Батор. Это строительство новой угольной электростанции для новой столицы. И это решение о строительстве для новой столицы Каракарум, был когда-то такой город, столица Монголии при Чингисхане. Сейчас он будет называться немножко иначе, насколько я понимаю. Сейчас боюсь неправильно назвать. Нет, лучше не буду. То есть для него угольная электростанция, для него атомная станция малой мощности. По атомной станции малой мощности это не сиюминутное решение. Впервые было предложено официально еще в 2021 году. Какое-то ООНовское мероприятие было, когда было предложение со стороны Росатома, вот такой проект мы предлагаем, задумайтесь. Сейчас, судя по тому, что мы услышали от генерального директора Росатома Алексея Лихачева, решение принято. Подробностей, опять же, пока еще не было. Надеюсь, что появится. Визит только что закончился. Документы должны быть опубликованы. Это будет атомная станция малой мощности. Вопрос, сколько блоков. Делегация из Монголии в Сочи на Атомэкспо в этом году была. Там речь шла либо 200 мегаватт, либо 300 мегаватт. Речь идет снова о реакторах ритм 200М. То есть это либо 4 блока, либо 6 блоков. Посмотрим, что из этого появится. Соглашение подписано с организацией МонАтом, Монголия Атом.
оно появилось тоже не сегодня. То есть сказать, что Монголия совсем уж новички на урановом фронте, на атомном фронте тоже не получится. Ну, принято хвалить, но иногда же надо говорить правду, как она есть. Впервые у нас сотрудничество по добыче урана было задумано еще в 2009 году. Не сказать, что недавно. С 17 марта 2009 года было принято решение о создании совместного предприятия «Дарнот-Уран». Почему, в связи с чем? Урановая столица России, город Краснокаменск Забайкальского края, основной объем добычи урана там. И геологи говорят, что вот это месторождение Дарнот, это, собственно говоря, продолжение нашего расстояния между, ну, в общем, это 200 километров от Краснокаменска, то есть, ну, как бы, чего что-то уже все рядом, уже все знаем, ничего нового по составу руды, как ее перерабатывать, все вообще все технологии есть. Месторождение было открыто, опять же, еще в советские времена, повторюсь, уран волей главы спецкомитета искали везде, все, на всякий случай, даже, я так понимаю, в огородах проверяли, потому что когда Лаврентий Павлович, во-первых, просит поискать уран, а во-вторых, озвучивает суммы премий, если вы найдете. Желание было у всех. В 2009 году подписали, вот сейчас 2024 год, по-прежнему добыча не идет. Вот. Первая причина, на мой взгляд, совершенно такая объективная. Когда дело дошло до составления технико-экономического обоснования, разработки проекта, выяснилось, что лицензия на это месторождение правительством Монголии выдана канадской компании Han Resources, которые заявили, что мы тут изо всех сил искали, деньги вложили, если вы у нас хотите отобрать лицензию, платите компенсацию. Замечательно, сказали в монгольском руководстве, и не сразу, но нашли деньги, больше 100 миллионов вернули. За то время, пока шла вся эта история, случился 2011 год. Если на момент ведения переговоров создания совместного предприятия мировые цены, спотовые цены были порядка $130 за фунт урана, то в 2012 выяснилось, что 30. Вот. Проект в связи с этим немножечко застрял. Я надеюсь, что про него вспомнят, потому что действительно все максимально удобно, близко и с технологической точки зрения очень хорошо знакомо. Так что ничего случайного в том, что предложена атомная станция малой мощности. Господин Лихачев заметил, что остро стоит проблема нехватки кадров. Если начинать строить прямо сейчас, то есть риск того, что не успеет, поэтому рассматривается вариант, что первые годы эксплуатации будут вести специалисты самого Росатома, по мере подготовки специалистов в Монголии будут замещать. И, опять же, по словам генерального директора Росатома, сейчас будет разрабатываться программа подготовки специалистов для Монголии. Так что в этом отношении все достаточно интересно. Что касается угля, то есть следующего вопроса. На день сегодняшний в Монголии 7 угольных электростанций, из них 4 в Улан-Баторе. Самый крупный город страны, надо обслуживать. Станции не самые мощные, станции старенькие. В общем, с ними что-то нужно делать. Первая построенная называлась ТЭЦ Амгалан, а дальше номерные. ТЭЦ номер 20, ТЭЦ номер 3, ТЭЦ номер 4. ТЭЦ номер 4 была уже модернизирована. Не сразу. Она достаточно такая большая была. Начали в 2019 году. Начали в 2019, закончили в 2023. Так, кажется. Нет, в 2019 начали, в 2023 закончили. Работала компания «Ротек». Это группа Ренова. Ей на тот момент принадлежал Уральский турбинный завод. То есть, как бы все по профилю. Даже несмотря на ковид, абсолютно нормально вписались во все сроки. В результате мощность увеличили практически в 2 раза. То есть, можно называть это модернизацией, если вот такое расширение. Теперь, что касается ТЭЦ номер 3. На день сегодняшний это 148 мегаватт мощности электрической, 665 гигакалорий в час электрической. Строили с 1974 по 1981 год. Немножечко ремонтировали, ей поменяли
всю арматуру, наши заводы, потому что это у нас проектировалось, не надо придумывать что-то, надо просто в архиве посмотреть, где этот проект лежал, и повторить. Сейчас, вроде бы, насколько можно понять, по результатам визита заниматься проектом будет Интеррао, наша государственная компания, всем эффективным частным собственникам отдельный физкульт-привет. Предстоит увеличить мощность, я не знаю, на сколько мегаватт. Потому что если смотреть пояснительную записку на сайте правительства Российской Федерации 2 сентября опубликовано, под реконструкцией ТЭЦ-3 города Улан-Батора следует понимать расширение части высокого давления ТЭЦ-3 блоком мощностью 50 мегаватт и строительство 2 блоков по 125 мегаватт на месте очереди среднего давления мощностью 48 мегаватт. Я пытался сосчитать, пытался понять, ну, хорошо. Один блок 50 мегаватт, понятно. 2 по 125, 250 дополнительно, но на месте той, где сейчас 50. Ну, как бы арифметика показывает, что расширение мощности будет на 250 мегаватт, и называется это реконструкция. Сейчас 148, 250 новых, но это все равно реконструкция. Тем не менее, последовало интервью ТАСС, давал ее руководитель нашего фонда прямых инвестиций, вот он сказал, что мощность увеличивается на 300 мегаватт. Будем ждать, когда на сайте правительства появится текст договора, тогда будет более-менее понятно. Очевидно, что сначала нужно будет заниматься проектом, дальше разрабатывать технико-экономическое обоснование, предварительно такая оценка в 20 миллиардов рублей, вероятнее всего это межправительственный кредит, и теперь я должен вернуться и рассказать, почему, собственно говоря, мы вот так бережно относимся к Монголии. Во время государственного визита Владимира Владимировича были подписаны и соглашения о дополнительных поставках нефтепродуктов по льготным ценам и о поставках авиакеросина по льготным ценам. Еще в начале десятых годов было уже ясно, что дефицит производства электроэнергии в Монголии будет нарастать, нужно что-то с этим делать. Появились 3 проекта гидроэлектростанций. Реки Монголии – это Байкал. Все они в него втекают, в том числе крупнейший приток Селинга. Поскольку деньги на разработку проекта давал Всемирный банк, считать как МВФ, тем не менее, в 2015 году Хурал Монголия принимает решение, совершенно официальное, можете посмотреть в интернете, на реке Селинга ГЭС никогда не будет. И не скрывая, по каким причинам, то есть вот вроде и проект есть, и деньги есть, начинаете строить, и нет. Монголия считает, что Байкал – это жемчужина всей планеты, и наносить хоть какой-то вред мы не будем. Точка. Вот как относиться к Монголии, которая сама принимает вот такие решения? Там не было наших лоббистов, никто не кричал, что давайте вот спасайте. Нет, они сами все это оценили, экологические риски, так скажем. Ну и в связи с этим уже тогда заговорили про необходимость помочь. В том числе планировалось строительство высоковольтной линии 500 киловольтной из Хакасии. Нет, из Хакасии через Туву не построили. Что сделали? Помогли с реконструкцией ТЭЦ номер 4. Сейчас готовы вложиться по ТЭЦ номер 3. И практически, ну не практически, а 95% нефтепродуктов Монголии поставляются из России. То есть, в ответ на жест по спасению Байкала делаем то, что можем, чтобы не допустить того, что дефицит вырастет настолько, что у них просто не будет другого выхода, и начнут строить. Из проектов 3 гидроэлектростанций один признан и нашими специалистами, и монгольскими специалистами как проект, который не нанесет вреда Байкалу. Это один из притоков Селинги. Сейчас вот не обижайтесь, но я произнесу эти названия. Готовы? ГЭС на реке Эйгин-Гол. Вытекает она из озера Хубсугул и впадает в Селингу. Высота над уровнем моря озера Хубсугул 1645 метров. Высота на месте впадения 829 метров. Протяженность реки менее 500 километров, то есть на 500 километров 800-метровое падение.
То есть, с гидроэнергетической точки зрения совершенно замечательно. И вот сейчас, во время визита Владимира Владимировича, принято решение, надеюсь, что будет оформлено в виде меморандума, пока не видел ничего, что примут участие специалисты с нашей страны. Причина тоже понятна. Нет пока гидроэлектростанции в Монголии. Наша, опять же, государственная компания «Росгидро» и опыт, и специалисты, и проектные институты, способные разработать сам проект, технико-экономическое обоснование, провести его тоже можно. И гидроэнергетика в России, уровень импортозависимости равен нулю. То есть нам ничего не надо, мы абсолютно все умеем делать сами. Вот. Чем еще можно объяснить интерес к Монголии? Ну, давайте такие общие цифры. Нормальная агитация. Нужен спутник Монголии. 4 ураноносные провинции, 13 месторождений, 2 промышленных района, 1 в Губе, другой на севере, Чайбалсанский. Среднее содержание урановой руды 0,5%, среднее. Больше 1% богатая, от 0,5 до единицы, средняя. Это я на всякий случай, когда спрашивают, почему Канада позволяет себе строить реакторы с замедлителем в виде тяжелой воды, где вообще обогащение урана не надо, просто сыпем природный. У Канады месторождение содержит до 20% урана. Это вообще что-то невероятное. Про то, как мы почему-то до сих пор не справились с месторождением Дарнот, я уже рассказал. Еще в 2011 году возникла концепция в Монголии «Третий сосед». В качестве третьего соседа рассматривают вместе объединенные Соединенные Штаты, Франция, Германия и Южная Корея. Вот такой сосед, то есть с ним сотрудничество для того, чтобы от стопроцентной зависимости от России и Китая хоть как-то вот уйти. И специалисты на тот момент компании «Арева», после того, как она практически прошла через процедуру банкротства, то есть она была спасена за счет серьезных бюджетных вливаний, сейчас она называется компания «Урано». Совместное предприятие в 2011 году было создано, и занялось оно прежде всего геологоразведкой. В 2011 году было открыто достаточно крупное месторождение в Губе, ЗОВЧ-ООО, до 93 тысяч тонн руды при среднем содержании 0,17%. Бедненькое, в общем-то. Но сказать, что французы ничего не делали, нельзя. Они действительно занялись геологоразведкой, то есть сейчас общая сумма инвестиций порядка $400 миллионов. В течение 2021-2023 годов без спешки было добыто порядка 100 тонн урановой руды. Это пробная партия для того, чтобы убедиться в том, что подземное выщелачивание подходит как метод разработки. Сейчас документация на столе у правительства Монголии с тем, чтобы они могли оценить, будет ли урон окружающей среде, то есть можно ли по этой методике добывать. Общий объем руды, которую на день сегодняшний найдены, по состоянию на 1 января 2021 года, геологические запасы 192 тысячи тонн, извлекаемые 145 тысяч тонн. Себестоимость добычи оценочная от $80 за килограмм, умножайте на 2,5, делите на 2,5 до $130 за килограмм. То есть при нынешнем уровне цен более чем рентабельное мероприятие, так скажем. Ну и, соответственно, у нас всего 2 варианта. Либо мы наблюдаем, как работают французы, как там пробегают какие-то канадцы вдоль по Монголии, либо предложить Монголии взаимовыгодное сотрудничество, и мы предлагаем то, чего французы предложить по определению не могут. Французы не имеют права строить угольные электростанции. Это запрещено нашими европейскими партнерами. Со строительством атомных электростанций малой мощности, я уже сегодня, по-моему, на эту тему все сказал, строительство ГЭС тоже как-то без них. Вот это мы можем предложить нефтепродукты, да, нам нужна эта страна, нам не нужна какая-то проблема
географически находящаяся между Россией и Китаем, нам нужно, чтобы Монголия была нашим богатым соседом, с которым выгодно сотрудничать. Тем более, что Монголия – это 6-е место в мире по запасам меди и 7-е по объемам поставок медного концентрата на мировой рынок. Это не менее, на день сегодняшний, по крайней мере, оценка 26 тысяч тонн лития. Причем лития не того, который есть в наших месторождениях. У нас шахтная добыча. В Монголии это озера. В Монголии это озера. Там уже присматривается ко всему происходящему Германия. В прошлом году она придумала повод дать кредит безвозвратный на охрану окружающей среды или вот под какой-то такой непонятной формулировкой. То есть можно просто не успеть. А успевать надо, потому что если говорить о титановых, допустим, месторождениях, это та же провинция, которая есть по нашу сторону границы, то есть технология может быть одна и та же, ну и так далее, и так далее. Я не касаюсь истории с железными дорогами, а то у нас просто времени на все это не хватит.